философия восприятия или философия перцепции. Философия восприятия – это философское исследование природы опыта, восприятия и статуса данных восприятия, в частности, как они соотносятся с убеждениями о мире или знаниями о нем. Философию восприятия отличают от научного изучения восприятия две характеристики. Философское изучение восприятия в первую очередь занимается феноменальным характером и эпистемологической ролью опыта восприятия. Феноменальный характер опыта восприятия относится к природе опыта, которая характеризует то, каково это для субъекта испытывать опыт восприятия. Например, возникают вопросы о том, является ли феноменальный характер опыта восприятия имманентным или внешним, определяется ли он состоянием мозга субъекта или задействованы внешние факторы, и является ли он репрезентативным или нерепрезентативным, отражает ли феноменальный характер опыта восприятия то, как устроен мир. Кроме того, хотя кажется несомненным, что мы получаем знания о мире посредством опыта восприятия, неясно, как опыт восприятия способствует приобретению знаний, как выстраивается взаимосвязь между восприятием и знанием. Опыт восприятия, по-видимому, используется для обоснования наших убеждений, но считается сложным рассматривать такую обосновывающую роль в рамках чисто научного подхода. Выявление того, как опыт восприятия способствует нашему пониманию мира, является важной темой исследований философии восприятия. Описание восприятия требует приверженности одной из множества онтологических или метафизических точек зрения. Философы различают интерналистские подходы, которые предполагают, что восприятие объектов, а также знания или убеждения о них являются аспектами разума индивида, и экстерналистские подходы, которые утверждают, что они составляют реальные аспекты мира, внешние по отношению к индивиду. Реалистические концепции включают феноменализм и прямой косвенный реализм. Антиреалистические концепции включают идеализм и скептицизм. Недавние философские работы расширили философские особенности восприятия, выйдя за рамки единой парадигмы зрения, например, путем исследования уникальности обоняния. Восприятие анализируется как когнитивный процесс, в котором обработка информации используется для переноса информации в сознание, где она соотносится с другой информацией. Некоторые психологи предполагают, что эта обработка порождает определенные психические состояния, это точка зрения когнитивизма, в то время как другие предполагают прямой путь обратно во внешний мир в форме действия, это точка зрения радикального бихевиоризма. Бихевиористы, такие как Джон Уотсон и Скиннер, предполагают, что восприятие действует в основном как процесс между стимулом и реакцией, но отмечали, что призрак в машине Гилберта Райла, похоже, все еще существует. Поясняю, призрак в машине – это выражение, придуманное Гилбертом Райлом для критического анализа представления о том, что разум является нематериальной сущностью, заключенной внутри тела, представление, которое он приписывает Рене Декарту. Для Райла, напротив, разум ничем не отличается от деятельности тела, хотя и относится к другой концептуальной категории, что приводит его к критическому анализу картезианского дуализма.
Возражение против внутренних состояний заключается не в том, что они не существуют, а в том, что они не имеют отношения к функциональному анализу. Это точка зрения, согласно которой опыт считается случайным побочным продуктом обработки информации, известна как эпифеноменализм. В отличие от бихевиористского подхода к пониманию элементов когнитивных процессов, гештальт-психология стремилась понять их организацию в целом, изучая восприятие как процесс фигуры и фона. Томас Рид, основатель шотландской школы здравого смысла XVIII века, сформулировал идею о том, что ощущение состоит из набора передаваемых данных, но также заявил, что существует прямая связь между восприятием и миром. Эта идея, называемая прямым реализмом, вновь стала популярной в последние годы с подъемом постмодернизма. Прямой реализм можно кратко характеризовать следующим образом. Существует мир, содержащий материальные, прочные, неизменные объекты. Истинность утверждений, касающихся этих объектов, фактических утверждений, может быть познана посредством чувственного опыта. Объекты в мире существуют независимо от нашего восприятия или представления о них, и их существование не зависит от нашего. Свойства этих объектов не зависят от того, наблюдаются они или нет. Мы воспринимаем мир непосредственно таким, каким он есть на самом деле, и наше право на знание мира оправдано. Косвенный реализм постулирует, что мы воспринимаем объекты в мире косвенно через непосредственный опыт ментальных объектов. Итак, косвенный реализм, точка зрения Джона Лока и Николя Мальбранша, предполагает, что мы можем осознавать только ментальные представления объектов. Однако это может подразумевать бесконечную регрессию, воспринимающую внутри воспринимающего, хотя конечная регрессия вполне возможна. Согласно этой теории, восприятие понимается как форма убеждения, которая относится к чему-то существующему в мире.
Идеализм утверждает, что реальность ограничена ментальными качествами, в то время как скептицизм ставит под сомнение нашу способность познавать что-либо за пределами нашего сознания. Одним из наиболее влиятельных сторонников идеализма был Джордж Беркли, который утверждал, что все есть разум или зависит от разума. Идеализм Беркли имеет два основных направления – феноменализм, в котором физические события рассматриваются как особый вид ментальных событий, и субъективный идеализм. Дэвид Юм, вероятно, является наиболее влиятельным сторонником скептицизма. В философии восприятия данная теория восприятия относится к точке зрения, согласно которой в восприятии нет содержания или объекта, а есть лишь внутренние свойства опыта. Эти свойства сравниваются с наречиями, характеризующими глаголы восприятия, например, «видеть». Данная теория отвергает идею о том, что восприятие соотносит нас с определенными вещами. Восприятие не является деятельностью ума, направленной на объекты, а кажущийся объект – это модификация самой деятельности ума. Организмы не пассивно получают информацию из своей среды, которую они затем преобразуют во внутренние представления. Естественные когнитивные системы участвуют в генерации смысла, участвуют в трансформационных, а не просто информационных взаимодействиях, они создают мир. Энактивизм пытается найти золотую середину между прямым и косвенным реализмом, постулируя, что познание – это процесс динамического взаимодействия между организмом и окружающей средой. Вместо того, чтобы рассматривать восприятие как пассивный процесс, энактивизм предполагает, что организм и окружающая среда структурно связаны и совместно определяют друг друга. Согласно этой точке зрения, невозможно воспринимать объект, не задействовав какое-либо понятие этого объекта и не сформировав или не будучи склонным к формированию какого-либо убеждения о нем. Согласно данной альтернативе, восприимчивые переживания имеют неконцептуальное интенциональное содержание, позволяющее более богатое и тонкое представление различных аспектов нашей среды, чем мы можем постичь концептуально. С этой точки зрения феноменальные свойства наших восприимчивых переживаний представляют собой качественное содержание. Для обоснования этой позиции Майкл Даммит вводит понятие протомышления. Протомышление характеризуется своей изобразительной природой, в отличие от концептуального мышления, которое обязательно воплощено в языке. По мнению Фреда Дрецки, существует две формы восприимчивого сознания. Когнитивное восприятие, пронизанное теорией, то, что человек воспринимает в этом смысле, зависит от того, что он знает. Простое восприятие, не зависящее от предварительных знаний субъекта. Оно называется модульным, в том смысле, что соответствует умственным операциям, происходящим автономно, без связи с концептуальными операциями субъекта. Фред Дрецки также проводит общее различие между сознанием вещи и сознанием факта. В то время как вещь – это конкретная сущность, обозначаемая единственным термином «факт», описывается утверждением. Восприимчивое сознание вещи является простым или чисто сенсорным, тогда как восприимчивое сознание фактов является когнитивным в том смысле, что оно включает понятие. Общий для реалистов и антиреалистов аспект восприятия – это идея пространства. Популярная современная философская точка зрения заключается в том, что мозг не может содержать образы, поэтому наше ощущение пространства должно быть обусловлено фактическим пространством, занимаемым физическими объектами. Однако, как заметил Рене Декарт, пространство имеет проективную геометрию, объекты в нем кажутся таковыми, как если бы они рассматривались из точки. Феномен перспективы тщательно изучался художниками и архитекторами эпохи Возрождения, которые в основном опирались на ученого XI века Альхазена, который утверждал видимость пространства в геометрических проекциях. Математики теперь знают о многих типах проективной геометрии, таких как комплексное пространство Минковского, которое может описывать расположение вещей восприятия. Как или становятся ли они сознательным опытом, до сих пор неизвестно.
философское исследование восприятия фокусировалось на зрении как парадигме сенсорного восприятия. Однако исследования других сенсорных модальностей, таких как обоняние, могут поставить под сомнение то, что мы считаем характерными или существенными особенностями восприятия. Возьмем в качестве примера обоняние. Наука об обонянии показала нам, что восприятие также является вопросом ассоциативного обучения, уточнения наблюдений и процесса принятия решений, зависящего от контекста. Одним из следствий этих открытий для философии восприятия является то, что распространенные эффекты восприятия, такие как концептуальные образы, в большей степени зависят от нейронной архитектуры и ее развития, чем от топологии самого стимула. Думаю, на этом все. Всего доброго.